Здравствуйте. Очень много поступает комментариев по поводу пекарской бумаги. Как ее резать, как ее крутить, почему она вот у некоторых не скручивается, скользит. Я покажу сегодня так, как делаю я. Может, вы что-то почерпнете для себя полезного. Итак, обычная пекарская бумага. Вот некоторые говорят, что ее можно резать по любой стороне, так как она режется абсолютно в любом направлении. Неправда. Абсолютная неправда. Ее, как и обычную потребительскую, нужно понять, в какую сторону волокна. Как мы это делаем? Мы берем, надрываем. Вот видите, край рвется неровно. Значит, мы будем резать не по этой стороне. Вот край рвется ровно. Значит, мои трубочки я буду резать поперек. Сейчас вот здесь бумага должна быть без силикона. Она должна быть самой обычной. Как бы, да, если так, то, ну накладно эту бумагу покупать. Но она появляется в светофоре. Есть такой магазин «Светофор». Такой рулон стоит, он уже начатый, здесь уже половины нет. Он стоит 34 рубля, и это дешево. Так вот, если смотреть, то 5 рулонов таких бумаги, такой бумаги, выходит ровно пачка потребительской А4. Поэтому смотрите по цене сами. В некоторых случаях это даже дешевле обходится. Значит, бумага. Это именно бумага. Она с одной стороны глянцевая, со второй стороны матовая. Как я ее режу? У меня есть вот такой шаблон длиной 33 сантиметра. Из него трубочки потом получаются 35 сантиметров. Для меня это самый такой вариант оптимальный. Что я делаю? Я просто беру и начинаю наматывать. Край вот здесь сравниваем ровно с рулоном. И просто начинаю наматывать. Много я сейчас мотать не буду. Обычно я наматываю 10-12 таких полосок и начинаю резать. У меня канцелярский нож. Далее я беру ее и складываю, сам разрезала, и складываю потом чтобы она была стороной одинаковой, да? Глянцевая, глянцевая, матовая, матовая. Вот получается, что она у меня сейчас вся скручивается в одном направлении. Дальше. Я этот рулон, все зависит от изделия, какие вам нужны трубочки. Я сейчас разделил этот лист пополам. Ширина 30, так что мои полоски получатся 10 сантиметров шириной. На глаз я это делаю. Хотите, отмерьте линейкой. Мне удобно на глаз. Глазомер меня еще никогда не подводил. И вот теперь вопрос, какой стороной скручивать? Скажу одну такую вещь, очень полезную для тех, кто
собирается их красить. Если вы хотите что-то белое изделие, то их достаточно скрутить, обработать, увлажнить, обработать. И можно плести. И даже красить не надо, если вам нужны белые трубочки. Ну, в моем случае она бывает еще коричневая, эта бумага. Поэтому в моем случае она белая. Если вам нужны белые, можно не красить вообще. Мне надо будет ее покрасить. И вот что я вам хочу сказать. Если я буду скручивать свои трубочки глянцевой стороной наружу, то есть здесь у меня матовая сторона, здесь глянцевая. Если я сейчас начну, вот матовая смотрит на меня, если я сейчас начну скручивать, то трубочка будет глянцевой снаружи. Когда они глянцевые снаружи, краска ложится на них меланжем. Если вас это устраивает, то, конечно же, крутите. Если вас не устраивает, то придется крутить матовой стороной наружу. Значит, что я сейчас сделаю? Я переверну свою полоску глянцевой стороной ко мне. Вот она смотрит на меня. И я буду скручивать трубочку. При ширине полоски 10 сантиметров можно взять спицу 1,5. Трубочка будет не сильно пустой внутри. И она будет прекрасно доску не положил. На полироле очень неудобно крутить. Вот трубочка скручена глянцевой стороной вовнутрь. На спицу 1,5 из полосы 10 сантиметров. Она не очень пустая внутри. И при плетении она не будет давать заломов. Не знаю, ничего у меня не скользит нигде никак. Сейчас я вот вам попробую. Вот сейчас я скручу трубочку глянцевой стороной наружу. Они еще лучше крутятся, нежели если глянец будет внутри. Они прекрасно крутятся, хоть какой стороной. Почему они у вас скользят, я не понимаю. Возможно, вы взяли очень тонкую спицу. Вот, допустим, если полоса 10 сантиметров, а спица ваша 1 миллиметр, на такую спицу, такую бумагу, такой ширины очень сложно будет скрутить. Ежели вы хотите все-таки этого добиться, значит, пробуйте скручивать на весу. Тогда есть вероятность, что вы ее скрутите. Что такое на весу? Вот я сейчас кручу на столе, да? При помощи футляра для очков. На весу я смогу скрутить. Сейчас я возьму тонкую спицу. Вот у меня есть спица 1,2. Сейчас я разрежу полоску еще. Нет, это будет слишком тонко. Мы чуть-чуть отрежем, чтобы полоса наша была 7 сантиметров. Вот полоска 7 сантиметров. Ну, какое мое? Ну, давайте, глянцевый вовнутрь очень сложно крутить. Давайте я попробую так. Глянцевая внутрь, то есть сейчас глянцевая сторона смотрит на меня. Спица у меня 1,2. Это тонкая спица. Плохо получилось.
возможно, есть смысл ее укоротить полосу. То есть, чтобы трубочка не 35 выходила, а, допустим, 30. Сейчас я немножко укорочу полосу. Поэтому, возможно, если вдруг у вас что-то не получается, подумайте, может, вы взяли слишком длинную полоску бумаги. Если полоса будет короче, не уже, а короче, она будет легче крутиться и правильнее. Ну вот, видите, такая трубочка получилась из-за того, что я укоротила полоску. Не 32, а где-то вот сейчас у меня трубочка получилась где-то сантиметров 28. Но она получилась даже на тонкую полоску, на тонкую спицу. Ну-ка, давайте мы сделаем пополам. Сейчас вот я вот эту свою длину разрежу пополам. У меня получится полоска в 5 сантиметров. Но длина та же, 32-33. Вполне возможно, что можно начать на весу, а продолжить на столе. Я тоже так частенько делаю. Да, получилось. В общем, на тонкую спицу должна быть и полоса должна быть, ширина полосы должна быть намного уже. Трубочка получилась тоненькая, но она не совсем плотная внутри. Поэтому лучше брать, конечно, спицу 1,5, 1,3 и полоску 7-8 сантиметров. Это если спица у вас на единичку, я думаю, будет очень сложно. Вот на 1,2 вполне себе рентабельно. Вот она. Хорошая трубочка получается. По мне, как для корневого, так вообще будет классно. Она вот уже хорошая какая. Да. Ну, а если что-то большое, то вот спица 1,5, а полоса шириной 10 сантиметров. Отлично все. Крутится, ложится, причем в любую сторону. Хоть глянцевый, хоть матовый. Разницы нет. Прекрасно крутятся трубочки. Я из таких трубочек буду делать котодом. И сообщаю еще раз, что трубочки у меня будут матовой стороной наружу. Так не будет меланжа. А если глянцевой стороной наружу, будет меланж. Но если вы хотите меланж, это как раз таки ваш вариант. Поэтому вот как-то так. А это вот что я делала, да, самое тоненькое. Это вот отлично будет для корневушек. Ой, вообще. Все, я никак не соберусь сделать корневушку. Отличная вещь. Ну, на сегодня все. Всем пока. Увидимся снова.